Конечно, она у всех предначертана, и от нее не убежать. Как суждено, так и будет. А кем суждено, спросил пытливый ум. Богом. А где он? И экстрасекс подняла голову вверх, на небесах. Так раньше все думали, потому как дальше неба ничего не видели. Оптики не было. Это все походы за эмоциями. Задумайтесь, как будет развиваться ваша жизнь, если вы перекладываете свою ответственность на судьбу. Если суждено, будет, а если нет, то не судьба. Знакомая фраза? Получается, мы согласились с тем, что в каком-то направлении мы не получим желаемый результат, потому что не судьба. И оставили для себя это направление закрытым, потому что не судьба. Самому уже заело. Мысли детства. Уж слишком часто слышали фразу «судьба» или «не судьба», а еще ему Богом дано и на все воля Божья, и ему повезло, он в струю попал, у него есть предпринимательская жилка. Все верования или стереотипы – отпрыски судьбы или другого видео. Раскинем вероятности. 30 лет назад. Как жили люди? Дом, работа, семья, дача, развод моря и все. Сколько у нас возникает вероятностей после того, как мы проснулись? Их на пальцах можно посчитать. Ванна, завтрак, тормозок и на работу. У кого машина была, плюс одна вероятность. И все. В такую судьбу и к бабке не ходи. Все и так очевидно. Браки от 18 до 23 лет. Это потолок в то время было. Семья, дети и так до пенсии. Это время мы разложили. А теперь возьмем наше время, в эру цифры. Сколько же здесь вероятностей, как вы думаете? И на каком носителе содержится наша судьба? Кем пишется или корректируется? Да и вообще, зачем мы нужны, если все предначертано? Прок от этой жизни. А теперь самое интересное. Откинем ночь, несмотря на то, что некоторые стремятся быть онлайн круглосуточно. Утро. Первое, что мы делаем, это выключаем будильник и смотрим почту, соцсети, приложения. В общем, мы уже в сети. Имея аккаунт в соцсетях, нам может написать любой, с любой точки земли и в любое время. А теперь магия цифр. Инстаграм. Более миллиарда активных пользователей. Facebook около 2 миллиардов. TikTok. Более 1 миллиарда скачиваний в день. Если мы получили утром сообщение, меняет это наше будущее? Конечно. Помимо лайка или комплимента, может написать множество предложений. То есть мы уже имеем тысячи или миллионы, а то и миллиарды вероятностей. А что происходит потом? Все меняется ежесекундно. Представьте, каждую секунду в нашей жизни приходят миллионы вероятностей. С увеличением пропускной скорости интернета растет количество событий, которые могут произойти с нами. Вот вам вопрос. Вы все еще верите в судьбу? Что от нее не убежать и как суждено, так и будет? Если вы приняли этот стереотип, то вы стали послушным хомячком. Скорее всего, никогда не будете сопротивляться и бороться. Поймите же, это просто массовая манипуляция сознанием. Внушить, что все процессы в мире предначертаны и даже более. Если вы все-таки начали изучать окружающий мир, то вы все заметили, что созданы все условия, чтобы мы не думали, или наоборот. В этом и есть прелесть всех вероятностей восприятия мира. Не мир такой, а мы его таким видим, или нам его таким транслируют. Если вы любитель смотреть средства массовой деградации, телевизор. Конечно, глобальный вектор развития задаем не мы, но мы можем корректировать и подстраиваться под это направление. Возьмем интернет. Вся информация все еще в открытом доступе. Но как мы проводим время?
YouTube, строение Земли, история, медицина, политика, новости, игры. В этих направлениях мы творцы или зрители? Комфортно смотреть, мечтать и ничего не делать. Так формируются привычки. Хотя это другое видео. Хотя кто знает, кем вы станете после осознания этого видео и на какие глобальные процессы сможете влиять. Как всегда, выбор за вами. Причем этот выбор будет осознанный.